Друзья, всем привет! Вы на канале Таниколада, меня зовут Татьяна Колодяжная. Я плету украшения из проволоки и бусин. И сегодня мы с вами будем делать веточку. Я накидала себе примерный эскиз, как я буду делать веточку, как она чаще называется, веточка в прическу. Я понимаю, что здесь, наверное, мало что понятно, но я для себя определила, какие бусинки я буду использовать. Где-то я буду использовать бисер, например, схематично я рисую его вот так. И впоследствии мы обязательно сделаем еще сережки в дополнение к этой веточке. Для создания этой веточки нам понадобятся разные бусинки. Сейчас я начну их набирать. Вот такие бежевые. Мы будем использовать бисер. Бисер такой полупрозрачный с серебристым таким блестящим налетом. Не знаю, как правильно называется. Ну, вот такой. Артикул 78102. Я покупала этот бисер в магазине Творчество в нашем городе, в Московской области. Вот этот пакетик стоил, по-моему, 20 рублей. Бисера мне потребуется, наверное, много, поэтому я насыплю себе побольше сразу. Также я буду использовать еще один вид бежевых бусинок. Они будут маленькие и круглые. Буду использовать вот такие бусинки. Они совсем маленькие, диаметром 2 миллиметра. Вот эти бусинки, по-моему, 6 миллиметров. Да, 6 миллиметров. Так, давайте тоже насыпем вот таких бусинок. Их нам тоже потребуется, наверное, много. Ну, если что, мы добавим. Также мы будем использовать вот такие бусинки. Это не жемчуг, они акриловые, но они очень милые и очень хорошо смотрятся. В предыдущих своих видео я рассказывала о том, что акриловые бусинки на первоначальном этапе можно использовать, когда вы учитесь, это нормально. Но в дальнейшей работе желательно их не использовать, потому что они смотрятся, ну, как-то очень дешево, непривлекательно. И в частности я говорила вот о таких бусинках. Это акриловые бусинки, они, ну, можно сказать, пластиковые. Они очень похожи на пластиковые. У них звук такой пластиковые совершенно. Они не очень привлекательные. Если хотите, конечно, используйте, но я не рекомендую. Я ими уже давно не пользуюсь, они у меня лежат в отдельном пакетике и выставлены на Авито. А такие бусинки вы сами видите, что они совершенно по-другому смотрятся. Да, они легенькие, но мне они очень нравятся. Они аккуратные и издалека похожи на жемчуг. Такими, я считаю, пользоваться можно. Также нам понадобятся вот такие бусинки, стеклянные бусинки. Не знаю, сколько надо будет, точно не отсчитывала, но в процессе будет видно. Ну и, конечно же, нам потребуется проволока. Я буду использовать проволоку цвета серебро толщиной 0,3 мм. Мне просто очень удобно ей пользоваться. Вы можете использовать проволоку 0,4 для этой веточки, она тоже отлично подойдет, потому что веточка относительно длинная и на ней будет много элементов, соответственно, она будет все равно весомая. Не тяжелая, но весомая. Отрезаю проволоку и не могу уместить в кадр, но по длине в сложенном состоянии она где-то сантиметров 80. То есть это где-то 1,60 м. И я беру второй кусочек точно такой же, потому что я буду плести в 2 проволоки для плотности нашего украшения, чтобы оно не поломалось. Вот я отрезала второй кусочек. И дальше мы складываем их вместе. Вот таким образом. Просто серединку на серединку накладываем. И будем плести.
Я неоднократно рассказывала о том, что эскизы я использую не часто, но сегодня мне захотелось его нарисовать, чтобы примерно сразу представить, какая будет у меня веточка, и поэтому давайте будем начинать. Если вам будет интересно, как рисовать эскизы, как вообще представить себе картину того, каким будет украшение, задавайте вопросы в комментариях, и, возможно, я сниму видео на эту тему. Итак, мы сложили пополам наши две проволочки. Что важно помнить о веточке? То, что она... Чем, собственно, она отличается от других украшений, например, от гребня или шпильки, тем, что гребень или шпилька, они и называются таким образом, потому что у них есть уже свое крепление. У веточки, как мы знаем, крепления такого нет. Веточка крепится у нас на невидимке, соответственно, мы обязательно должны предусмотреть, каким образом наши невидимки будут крепиться к этой веточке. То есть мы должны сделать изначально ушки. Но так как у меня первым элементом идет такая как бы петелька, на ней будет бисер, и в принципе в эту петельку можно вполне будет вставить невидимку. Поэтому петельку ушка первая, которая идет в начале украшения веточки нашей, я делать не буду. Берем несколько бусин. Сейчас посмотрим, сколько нам потребуется. Но в среднем это штук 10-12. Чтобы получилась первая наша петелька. Я предпочитаю начинать украшение таким образом, чтобы первые элементы были небольшие. То есть украшение начинается наше с маленьких элементов и постепенно переходит к большим. Так, мне кажется, украшение более эстетичным, что ли. Так, сколько бусинок мы взяли? Это у нас довольно большая получилась петелька. Наверное, я взяла лишнего. Посчитаем. 3, 6, 9, 12, 15, 16 штук аж взяла. Давайте уберем 4 штучки. У нас будет 12 бисеринок. Это вот будет маленькая петелька. В принципе, то, что я и хотела. Теперь находим серединку. На нашей проволочке сгибаем ее пополам. Вот что у нас получилось. И я хочу сделать каким образом. Я не буду делать вот такие круглые петельки оставлять, а я хочу сделать вот так. Приплюснуто, чтобы как бы вытянутое был такой элемент. Теперь я закручиваю проволоку. Когда вы плетете в две проволоки, обязательно следите за тем, чтобы у вас были аккуратно сложены вот эти вот краюшки, потому что иначе вот это основание будет, не очень красиво смотреться, когда проволока на проволоку накладывается. Здесь нужно следить за этим. Чуть-чуть прокрутим основание. И теперь делаем второй элемент. Второй элемент у нас бусинка. Я себе таким образом пометила. Это у меня вот эти бусинки. Чтобы украшение наше не смотрелось таким громоздким, я из этих двух хвостиков беру один. На него нанизываю вот эту одну легкую бусинку. Немножко отступаю пространство, чтобы я могла эту бусинку закрутить. И закручиваю ее на нашей будущей веточке. Таким образом. Теперь вот этот один хвостик мы соединяем вновь со вторым. И дальше скручиваем основание. Обязательно следите за тем, я, кстати, пока еще ни в одном видео не говорила об этом, обязательно следите за тем, чтобы вот в этом месте, вот здесь, когда у нас соединяется вот эта часть и вот эта часть, чтобы вот прям вот здесь вот не было пустого пространства, чтобы очень аккуратно соединялось наше основание, иначе в этом месте потом начнет раскручиваться проволока и, может быть, даже в какой-то момент сломается. Чтобы такого не случалось, я сейчас немножко раскручу и покажу вам. Вот наш хвостик и вот наше основание. И чтобы вот здесь не было никакого такого пространства, когда мы смотрим вот так вот, и там
как бы дырочка такая. Чтобы этого не было, я растягиваю сильно в разные стороны концы, но не так, чтобы проволока порвалась, аккуратно. И затягиваю вот прям вот близко к вот этим элементам. И продолжаю дальше крутить основание. Теперь мы будем делать наш третий элемент. Третий элемент. Давайте посмотрим, что будет лучше смотреться. В принципе, это может быть как вот эта бусинка, так и вот эта бусинка. Давайте будем использовать белую, а бежевую позже. Опять я беру один хвостик, нанизываю на проволочку, отступаю небольшое пространство, чтобы закрутить, фиксируем бусинку. И следим обязательно за тем, чтобы у нас была одна сторона украшения изнаночная, вот с этими проволочками сзади, а вот эта сторона у нас будет лицевая. Снова соединяю два хвостика в один. Подтягиваю пальцем, как бы вот туда давлю к украшению. И прям вот близко к тому, что я сейчас закрутила, я подкручиваю вот это основание, чтобы здесь у нас не было никаких просветов. Чтобы у нас как бы украшение шло таким единым шлейфом. Что мы делаем дальше? Вот видите, можем даже вот так приставить, и вот у нас получается то же самое, что на эскизе. Следующий наш элемент, я обычно плету таким образом. Вот мы сделали первый элемент, и потом вот так вот пошли по очереди. Следующий элемент у нас идет вот это вот. Это у меня элемент вот из таких бусинок. Снова я беру один хвостик из двух. Разделяем проволочки наши. Я напомню, что мы берем две проволочки, складываем их и плетем наше украшение для того, чтобы основание нашего украшения было крепким. Основание — это вот эта вот главная линия, которая будет вдоль всего украшения. А вот то, что отросточки, как бы, им достаточно в одну проволочку. Если это не, например, металлическая фурнитура типа листиков или бусинки тяжелые какие-нибудь, вроде бриолетов. Но бриолеты мы в данном случае не используем, поэтому мы вполне можем обойтись одной проволокой. Берем опять один хвостик, нанизываем нашу бусинку, конус она называется. Я хочу, чтобы она выделялась, то есть она будет у нас подлиннее, чем вот этот элемент. Несмотря на то, что он выше. Ой, что-то я задела. Вот, определяем место, где у нас будет верхняя бусинка, поджимаем. И теперь я фиксирую бусинку таким образом, что поджимаю вот так вот проволочку под основанием, чтобы просто бусинка никуда не бегала. И дальше закручиваю, так аккуратненько закручиваю проволоку. Обязательно проволоку нужно скручивать аккуратно. Чтобы правильно скрутить проволоку, нужно соблюдать определенные правила, о которых я рассказываю в своем видео, как правильно скручивать проволоку. Пожалуйста, посмотрите его. Я оставлю на него подсказки и ссылочку. Я взяла вторую бусинку и также подкручиваю ее. Теперь я делаю, вот снова я очень близко к вот этим двум элементам закручиваю вот эту проволочку, чтобы у меня не было просветов. Беру третью бусинку, нанизываю ее на эту же проволочку и отмеряю, на каком расстоянии у меня будет бусинка. Поджимаем, фиксируем и закручиваем аккуратно эту бусинку. Опять смотрим, где у нас лицевая сторона, где изнаночная. У нас вот эта бусинка и вот эта бусинка сейчас как изнаночная выглядит, а это как лицевая. Лицевая сторона у нас здесь. Соответственно, мы переворачиваем. Я подкручиваю проволоку таким образом, чтобы проволока как бы затягивалась, а не наоборот раскручивалась. Выпрямляю наши бусинки.
соединяю хвостик с хвостиком нашего основания. Куда убежал наш хвостик? Вот он. Соединяем. Я подтягиваю поближе к основанию. Так, у нас здесь что-то недоплетено. Видите, пространство осталось между вот этим элементом и основанием. Вот. Это такое место, в котором потом украшение может сломаться. Поэтому я беру, просто подкручиваю основание. Еще 2 оборотика у меня получилось. Вот, все, теперь они очень близко друг к другу. И чтобы у нас снова не было никаких просветов, я затягиваю проволочку прямо под этими элементами, продолжая крутить наше основание. Я перевернула наше украшение на изнаночную сторону, чтобы следующий элемент делать вот здесь. Он, если с лицевой стороны смотреть, он должен быть вот с этой стороны, но мне с этой стороны просто физически руками крутить неудобно. Поэтому я вот так вот периодически переворачиваю то лицевая сторона, то изнаночная, чтобы следующий элемент, который мне нужно сделать, был вот с этой стороны. Это мне так удобно. Вы можете делать по-другому. Если вам удобно, вот у вас украшение, лицевая сторона, нужен сюда элемент, вы делаете с этой стороны, нужен сюда элемент, вы крутите с этой стороны. Мне просто физически так неудобно. Поэтому я просто туда-сюда его переворачиваю, в этом ничего страшного нет. Вот, сейчас мне нужно сделать элемент здесь. Я вот так вот переворачиваю. Просто потому что я привыкла руки одинаковым образом держать, чтобы крутить в определенную сторону. Поэтому я делаю таким образом. Я снова разделяю наш хвостик. Беру одну проволочку. Следующий элемент у нас будет бежевая бусинка. Берем бусинку, нанизываем. Отмеряю небольшое расстояние. Фиксирую бусинку. И закручиваю ее к основанию. Вот у нас изнаночная сторона. Это у нас лицевая. Еще оборот делаю. Теперь это полностью изнаночная сторона. Соединяю вновь 2 хвостика. И прямо вот здесь в основании, близко, очень близко, начинаю закручивать украшение, чтобы не было просвета. Я немножечко отступила. Следующий наш элемент — это снова белая бусинка. И опять я беру один хвостик из 2. Беру наш элемент, нанизываю его, отступаю, сколько мне нужно, я хочу вот так. Придерживаю, фиксирую и закручиваю бусинку. И таким образом плету все элементы. Следующий наш элемент это маленькие бусинки, бежевые. Опять же, мне так неудобно, поэтому я переворачиваю вот так украшение на изнаночную сторону. Беру наиболее длинный конец нашей проволоки, они сейчас у меня примерно одинаковые по длине. Беру один кончик проволоки, бежевую бусинку, маленькую, она 2 мм всего, почти как бисер, только, ну, может быть, чуть-чуть больше, чем бисер. Отмеряю расстояние, на котором будут располагаться мои бусинки. Они будут чуточку выглядывать из-за вот этой вот предыдущей бусинки. Отмерила и закручиваю. И теперь нам нужно сделать еще несколько таких же бусинок. Снова отмеряю, зафиксировала краюшки и закручиваю бусинку. И таким образом кручу все остальные бусинки. Здесь у меня опять же остается промежуточек, видите? Обязательно его закручивайте, иначе в этом месте украшение ваше потом сломается. Закручиваем без просветов в соединении. Эти бусинки у нас фиксируются таким образом, что
Вот наше основание, и вот так у нас идет дырочка в этих бусинках. То есть у них нету как бы ни лицевой, ни изнаночной стороны, точнее, она с обеих сторон получается лицевой, поэтому как бы какой стороной, в отличие вот от этой вот бусинки, например, у нас уже нет такого, не принципиально, потому что здесь, видите, и там лицевая из-за нашего крепления, способа крепления бусинки. Снова поджимаю основание, чтобы вот здесь у меня не было просвета. Очень аккуратно и сильно при этом затягиваю. И дальше кручу. Следующий наш элемент. Пока вы крутите проволоку, пока вы делаете ваше украшение, бусинки у вас могут двигаться то туда, то сюда. Это не так принципиально, я просто постоянно поправляю, но можно не поправлять, а доплести, а потом их выровнять, как вам нужно. Следующий наш элемент — это вот такие две штучки, два элементика. Снова я разделяю один хвостик, беру бисер. Нам нужно 10-12 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте попробуем 10. Взяла даже ровно 12. Так, теперь отмеряю расстояние, сколько мне нужно, потому что у меня здесь будет два элементика таких, мне нужно оставить для него пространство. Я зажимаю бусинку, ну это как бы условно бусинка, наш элемент. Я хочу, чтобы, повторюсь, чтобы он был плоский, не кружочком, а вот таким, поэтому нужно сразу придать ему форму, потому что если вы сделаете кружочек, вы затянете его, и вот так вот уже смять как бы не получится. Ну, будет неудобно, или как-то он будет возвращаться в круглую форму. Я закручиваю теперь основание. Оставляю чуть-чуть пространства. Снова беру. Так, у меня загнулся чуть-чуть хвостик моей проволоки. Я его выпрямляю, как когда мы хотим вставить нитку в иголку. Нам же удобнее, когда кончик ровный, поэтому я сейчас делаю абсолютно то же самое. Вжимаю так бисеринки в палец и набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте наберем 12, чтобы она была побольше. 12. Отмеряю расстояние, складываю вот так сразу пополам и закручиваю этот элемент. С бисером не так уж и просто работать, потому что он убегает в разные стороны, но мы постараемся его удержать. Так. И вот этот вот хвостик, который у нас остался, мы его сейчас тоже закручиваем. Вот таким образом. Можно так оставить, можно сделать, чтобы вот так вот было. Как лучше. Мне нравится, кстати, вот так больше, поэтому я, наверное, вот так оставлю. Чтобы вот этот элемент был, заполнял вот здесь пространство, а не вот здесь, потому что здесь у нас в любом случае будет потом бусинка. Так, вот этот хвостик снова соединяю со вторым и затягиваю его, чтобы у меня не было здесь просвета. Вот таким образом. Это будет такое украшение, мне кажется, такое зимнее, потому что оно насыщенное и при этом какое-то вот, как будто бы это веточки под снегом. Оно будет белоснежным с элементами вот такого бежевого цвета. Поэтому как зимний комплект какой-то зимней невесте это будет очень здорово смотреться. Следующий наш элемент — это белая бусинка. Я беру наиболее длинный конец проволоки, разъединяю хвостик снова из 2 на 1, беру белую бусинку
Отмеряю пространство, поджимаю проволочку и закручиваю. Я думаю, вы уже поняли, как это делать, поэтому, наверное, мне уже не обязательно повторять каждый раз под каждой бусинкой одно и то же. Опять затягиваю, чтобы не было просвета. Пожалуйста, запомните это важно. Беру наиболее длинный конец проволочки. Делаю следующий элемент. Следующий элемент — бежевая бусинка. Какой принцип построения вообще украшения? Мне нравится, когда используются разные элементы, и они чередуются то с одной стороны, то с другой стороны. То есть вот я, например, беру белые бусинки вот такие, и я сделала первую здесь, потом я буду делать, неважно, даже если она будет где-то вот здесь, я ее сделаю с этой стороны, потом с этой стороны, потом с этой стороны. Видите, как у меня идут белые бусинки? Раз, два, три, четыре. Если я делаю вот эти бусинки белые, бежевые, я беру, делаю сначала здесь, значит, с этой стороны следующая будет. Потом где-то буду плести еще вот такие бусинки, и следующая бусинка у меня будет с этой стороны. И таким образом я чередую все элементы, которые у меня есть. То есть вот этот вот веточка, да, из вот таких бусинок. Потом где-то я ее буду делать, и она уже будет вот с этой стороны. Также вот это с этой стороны сейчас, следующая будет с этой стороны. Вот это вот из маленьких бусинок с этой стороны, следующая будет с этой стороны. И я таким образом чередую. Мне кажется, я нашла для себя этот способ гармоничным и делаю таким образом украшения. Можете попробовать. Конечно же, украшение — это творчество, и вы можете абсолютно по-разному делать, крепить свои элементы, как вам нравится. Хотите, хоть повторяйте одну за одним, может быть, это тоже будет красиво. Ищите свой стиль, но для того, чтобы найти свой стиль, нужно сначала пробовать делать украшения сначала как бы чужие, повторять. Просто, знаете, это называется насмотренность, когда она есть во всем, и в украшениях, и, например, если вы там не дизайнер интерьера, но вы хотите сделать какой-то ремонт, вы обязательно берете и смотрите какие-нибудь картинки, которые вам нравятся. Запоминайте, где какой элемент, какие цветовые гаммы, как это все сделано. Все это запоминаете и потом повторяете себе на своих, как бы там, в своих ремонтах. То же самое в украшениях. Вы видите, что где используется, что где какой элемент. Постепенно запоминаете это, пробуйте, делайте, понимаете, как вам нравится, как вам не нравится, и в итоге находите свое. Следующий элемент у меня с этой стороны, и опять же повторюсь для удобства своего, я переворачиваю украшение, беру наиболее длинный конец проволочки. Так, она у меня немножечко запуталась, вот. Вот так. Беру. Какой у меня следующий элемент? Значит, это у меня был бежевый, теперь у меня идет вот этот вот, вот как вот этот. Я беру бусинку конус, нанизываем ее на проволочку, отмеряю. Я хочу, чтобы она выделялась, соответственно, я делаю ее подлиннее, подворачиваю, зажимаю и кручу. Конечно, вы можете прокрутить немножко и сделать следующий элемент вот здесь, потом здесь, потом здесь. Я, когда использую такой прием, что вот делаю 2 бусинки или 3 на одной веточке, я кручу подальше. Мне просто так нравится. Вы можете делать по-другому, если вам хочется. Как я уже много раз говорила, прям конкретных каких-то правил в данном случае, ну, их скорее нет. Просто, на мой взгляд, собственно, о чем я говорю вообще во всех своих уроках, на мой взгляд, есть, ну, как бы так называемые правила в плетении основания украшения, то есть самой проволоки, как ее скручивать, как что с ней делать, как ее соединять или как делать какие-то петельки. Вот это важно, на мой взгляд, потому что основание и в следующую очередь направление элементов. Просто украшение может быть сделано таким образом, что вы нанизываете бусинки, но при этом проволока у вас смотрит в разные стороны, она вот не ровно идет, а с изгибами вот такими вот, вот так вот идет. Я
Ну, я тоже так делала когда-то в начале, сейчас понимаю, что это было не очень красиво, и я называю такие украшения растопырками, когда они вот так вот как-то смотрят все в разные стороны, а хочется, чтобы это было вот как-то очень элегантно, красиво, поэтому я вытягиваю основание, чтобы оно было ровненькое, чтобы элементы были тоже сами по себе отдельно ровненькие, но направление им вы уже придаете руками, как вам нравится. Итак, я сделала этот элемент, у меня получилось так, что он как бы изнаночной стороной. Я его переворачиваю. Где мои тут хвостики? У меня 4 хвостика, и я должна по 2 из них соединить и вот так вот затянуть. Затягиваю, чтобы не было просвета. Чтобы в дальнейшем, повторюсь, в этом месте не начала раскручиваться проволока и украшение не сломалось. Оно таким образом просто делается крепче, если вы будете делать без просветов. Следующий элемент у нас вот этот вот, маленькие бусинки бежевые. Берем один хвостик, нанизываем. Я делаю его чуточку подлиннее, чем моя вот эта бусинка соседняя, и закручиваю. Еще раз повторюсь, обязательно, если вы хотите научиться делать подобные украшения, обязательно посмотрите мое видео, как правильно скручивать проволоку, потому что очень многие делают это неправильно. Ну, то есть делают это таким образом, что проволока остается с просветами, из-за чего впоследствии может сломаться и просто как-то коряво, и выглядит это неэстетично. Поэтому обязательно посмотрите, как вообще правильно скручивать, чтобы у вас вот эти вот элементы, как проволока скручивается, чтобы они все были шовчики один к одному, чтобы он прям был ровный-ровный, и проволочка ваша не изгибалась никуда. Вот он абсолютно тверденький. В видео, как правильно скручивать проволоку, я очень подробно показываю и рассказываю, как делать правильное скручивание проволоки. Вот, в данном случае смотрите, какая ситуация. Я доплела последнюю вот этот вот элемент, и мне надо бы сделать еще один оборот на вот этом отростке, чтобы потом соединять с основанием, но он у меня находится, вот этот элемент, очень близко к соединению, то есть если я его сейчас начну перекручивать, возможно, что-то будет некрасиво и, может быть, там сломается, не знаю. Я беру вот этот хвостик, которым бы я сейчас закручивала этот элемент, просто перекидываю его на другую сторону, не кручу при этом вот это все основание, просто перекидываю хвостик на другую сторону, поджимаю его аккуратненько, и вот как бы я сделала тот же самый оборот. Снова соединяю со второй проволочкой. Делаю так, чтобы у меня не было просвета между отростком и основанием. Я надеюсь, что такие формальные названия отросток, основание, вы понимаете, о чем речь. Вот это как бы отросток, а вот это полностью, вот эта вот линия общая по всему украшению, это основание. Сделаем еще оборот. Какой у нас идет следующий элемент? Очень часто я вот просто беру украшения, начинаю плести и как в режиме импровизации точно так же начинаю распределять бусинки по украшению, но редко, но иногда все-таки рисую эскизы, как сегодня. Так, следующий наш элемент, этот мы сделали, этот сделали. Дальше у нас идет вот этот элемент один. Не двойной, как здесь, а один. Я, пожалуй, отступлю еще немножечко, чтобы этому элементу было свободненько находиться в данном месте. Беру наиболее длинный конец моей проволочки. Давайте сделаем 10 бисеринок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отмеряем, где будет располагаться этот элемент. Я сразу его складываю пополам и закручиваю аккуратно. Следующий наш элемент
2 белые бусинки. Вот это и вот так вот она идет. Беру наиболее длинный конец. Для тех, кто, возможно, впервые на моем канале или не слышал про так называемое понятие наиболее длинный конец, посмотрите, пожалуйста, первое видео на моем канале. Оно называется «Не начинайте плетение, пока не посмотрите это видео». Или 13 фишек плетения, как я его по-другому называю. Отмеряю место для моей бусинки. Их будет 2. И закручиваю. Беру вторую бусинку. Вставляю ее на проволочку, закручиваю. Так. Вот, я сделала один оборот, и у меня получается, как бы здесь уже крутить некуда, а здесь изнаночная сторона. Я просто вот так вот подтягиваю, чтобы перевернуть изнаночную сторону на лицевую. И я хотела сделать что-то вроде вот одна сторона сюда, а вторая идет как бы на основание. Один элемент, точнее. Вот таким образом. Теперь 2 хвостика снова соединяем в один. Крепко поджимаю. И следующий элемент у нас будет такой длинный, так называемый отросток, состоящий из вот таких маленьких бежевых бусинок. Мы берем, естественно, наиболее длинный конец нашей проволочки. Один из 2, снова мы их разделяем. Берем нашу бусинку. Так как у нас будет их много, я отступаю, во-первых, побольше. Я хочу, чтобы прям выделялась эта веточка, то есть я ее делаю прям подлиннее. Вот таким образом. Зажимаем здесь бусинку. И, как я до этого говорила, что мне нравится плести почти до конца и потом уже делать другие веточки. А в данном случае их будет здесь много, поэтому я вот чуть-чуть отступила. И сразу же начинаю сюда закручивать вторую бусинку. Так. Поджимаем. Я придерживаю вот эту бусинку, чтобы мне создать вот здесь вот натяжение. Закручиваю. Теперь держу вот здесь основание и подкручиваю, чтобы у меня не было просвета. Да, об этом нужно помнить. Отступаем и крепим следующую бусинку. Поддерживаю основание вот здесь, создаю натяжение и закручиваю проволочку. Снова закручиваю без просвета и беру следующую бусинку. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, потому что те знания, которыми я с вами делюсь, я нарабатывала годами, я никакие видео не смотрела, так получилось, что я разбиралась в этом сама, я просто так, как будто бы, знаете, мне нравится все время изучать какие-то вопросы, там, не по книжкам, не по каким-то урокам, не все, конечно, но вот бывают такие моменты, когда я сажусь и начинаю что-то, как будто бы придумывать сама. Поэтому многие вещи, о которых я рассказываю в своих видео, вы можете услышать, возможно, только у меня, потому что я не повторяю чей-то опыт, я рассказываю вам полностью свой опыт, так как это дело очень творческое, многие вещи я придумывала сама. Изначально я хотела сделать свои курсы платными, как делают абсолютное большинство мастеров, которые этим занимаются, причем есть люди, которые делают не прям таки качественно свои украшения, но при этом обучают этому, создают свои курсы или даже те же видео на ютубе, сколько вариантов украшений, которые выглядят как растопырки. Честно говоря, я
поражена количеству таких обучающих видео, так скажем. Так вот, почему я решила в итоге не делать свои курсы платными, почему я рассказываю об этом бесплатно на своем канале. Вы можете открыть мое любое видео и попробовать сделать какое-то свое украшение, если вы хотите познакомиться с этой темой, хотите сделать, научиться делать или просто попробовать поделать такие украшения. Потому что, знаете, есть такие вещи, на которые вы смотрите и не понимаете, как это сделано. Но вот если вам показать полностью, как это делается, вот абсолютно до мелочей, и вы тут же сможете повторить это вот абсолютно точно так же. В таком случае, может быть, есть смысл делать курсы, а когда вы смотрите, как я, например, делаю веточку, и вы пробуете, вам кажется, что это легко, что все классно, сейчас я возьму, повторю, у меня все то же самое получится, и вы потом пробуете, и у вас ни с первого, ни со второго, ни с 10-го раза не получается, тут вы начинаете понимать, что, ага, здесь, наверное, дело в чем-то другом, наверное, здесь нужно долго учиться, может быть, у кого-то вообще руки или душа к этому не лежат, и как бы вы ни старались, у вас не получится. Именно поэтому я решила, что нет смысла делать платные курсы, и вы можете, если, например, вы хотите сделать для себя украшение, если у вас, например, свадьба, и вам просто хочется иметь украшение для прически, и как бы, чтобы не заморачиваться, вы можете просто обратиться ко мне, я с большим удовольствием сделаю для вас украшение с определенным сервисом, с определенным уровнем общения, то есть с индивидуальным подходом. Ваше украшение будет в очень красивой коробочке, в которой вы в дальнейшем сможете хранить свое украшение, ну, может быть, даже и другие какие-то. Чтобы не заморачиваться, если вам будет так проще, конечно, вы можете купить. Кстати говоря, в данный момент у меня из-за того, что, знаете, иногда бывает такое ощущение, что вокруг тебя много какой-то лишней энергии, и хочется сразу от чего-то избавиться. Может быть, не у всех такое, но вот у меня бывает. Хочется сразу выкинуть какие-то вещи, перебрать какие-то полки, что-то, от чего-то избавиться. И помимо этого, я это делаю тоже, помимо этого мне захотелось сделать большие скидки на свои украшения, чтобы украшения, которые у меня есть в наличии, их много, потому что я часто вот так вот сижу и что-то делаю. Раньше я не снимала, просто сидела, постоянно плела, но не снимала этот процесс. Вот, и у меня достаточно много лежит украшений, и также мне хочется освободить пространство для чего-то нового, для какой-то новой энергии, поэтому я сделала скидки на свои украшения. Если вам необходимо украшение, например, для себя на свадьбу, или там вы в качестве гостя на свадьбу хотите отправиться и хотите быть красивой, я с удовольствием помогу вам, я сделаю индивидуально для вас, или, может быть, из наличия что-то вам подойдет, какое-то украшение, с большим удовольствием. Если вы хотите научиться, то пожалуйста, смотрите мои уроки, пробуйте, покупайте материалы, тратьте свое время. Если вас это затянет, это очень классно, потому что, мне кажется, самый лучший способ плести украшения или что-то такое делать, когда вообще любое дело, на мой взгляд, очень классно заходит, когда вы чувствуете, что вы занимаетесь этим делом, и для вас это как будто бы такая медитация. Вы просто расслабляетесь и занимаетесь своими делами. Это может быть даже далеко не рукоделие. Кто-то любит, так сказать, расслабляться, когда копается на грядках, когда что-то сажает, кто-то ковыряется в машине и испытывает абсолютно то же самое удовольствие. Это просто такой способ как бы медитации. Если вы относитесь к тем людям, которые любят так что-то делать, и просто мозг отключается, и вы там, или наоборот, вот я, например, очень люблю убираться, как ни странно, может быть, многие не любят. Я очень люблю убираться, наводить порядки, что-то мыть, что-то там чистить, потому что в этот момент у меня внутри как будто бы все встает по полочкам, все мои мысли, все какие-то переживания, тревоги, волнения, все постепенно приходит в спокойствие, в норму, поэтому любое дело, которым вы занимаетесь, оно должно приносить вам удовольствие и должно просто как-то отключать ваш мозг от, не знаю, тревожных мыслей или от чего-то подобного. Вот, поэтому еще раз повторюсь, что я не вижу смысла
делать сейчас свои курсы платными. Да и, в принципе, мне этого не хочется, как я говорила, что я чувствую, не знаю, как правильно это выразить, но я чувствую энергию, и бывает, когда ты, например, хочешь что-то сделать, но долго не получается или хочется откладывать. Когда я начала думать о том, что я сделаю курсы, у меня много есть чего вам рассказать, и многое я уже рассказываю в своих видео. Я начала ловить себя на мысли, что я все время откладываю, я не хочу этого делать, как будто бы что-то меня останавливает. А потом в какой-то момент я поняла вот этот вот принцип, что есть вещи, которые вы, например, вам показать, и вы сможете сразу это сделать, а есть вещи, на которые нужно потратить, может быть, годы, чтобы повторить что-то так же, и нет смысла в том, чтобы делать платные курсы, я просто могу рассказывать вам об этом, снимать видео, и вы знаете, у меня сразу появился такой прилив энергии, мне сразу захотелось это делать, а курсы я прям несколько месяцев откладывала, чтобы начать это все делать, также снимать видео, но почему-то у меня вот душевно не шло к этому. Поэтому я как чувствую, так и делаю. Я решила сделать это для вас бесплатно. Пожалуйста, смотрите, учитесь. Вот. Собственно, я плету украшения. У меня очередная длинная веточка. Я беру наиболее длинный конец. Да, кстати, друзья, если вдруг и вам понравился вот такой формат видео, когда я что-то плету, и при этом не обязательно углубляюсь в само плетение, а что-то могу вам рассказывать, если вам это будет интересно, обязательно напишите мне об этом в комментариях, и я буду разговаривать с вами, когда буду плести свои украшения. Такой вот, может быть, новый формат видео, который вам больше понравится. Обязательно напишите мне в комментариях, как вам оно. А мы тем временем плетем нашу длинную веточку из мелких бежевых бусинок, без просветов, соблюдая все технические правила работы со скручиванием проволоки. По мере плетения нашей веточки я слежу вот за своим украшением, и если оно будет очень длинным и насыщенным элементами, вот если бы оно было в одну проволоку, оно бы уже все завернулось и согнулось, потому что, несмотря на то, что элементы в основном все легкие, проволока уже бы начала гнуться, то есть для нее было бы это тяжело. В две проволочки вот украшение держится, все в порядке. Ну, конечно, оно уже начинает чувствовать, что на нем много элементов, но тем не менее проволока не изгибается, и все в порядке. И преимущество веточки, например, заключается еще в том, что она сама по себе довольно, ну, за счет проволоки, конечно, веточка очень гибкая. То есть желательно, конечно, соблюдая все вот эти вот элементы, как направление элементов, но основание как бы можно крутить, можно как-то выгибать таким образом, как вам нужно. Например, невеста хочет закрепить свое украшение вдоль пучка. И чтобы это смотрелось гармонично и красиво, нужно же не просто там как палку ровную положить рядом, нужно по изгибу пучка. И вот веточка в данном случае очень подходит к этому виду прически, если правильно так сказать. Ее можно вот так вот согнуть, и вот у вас уже огибается ваш пучок, к примеру. Поэтому веточка в этом плане удобная. Но так в основном украшения, которые я делаю, я в последнее время не делаю особо длинных веточек, больше какие-то там гребни, шпильки. Их очень удобно располагать тоже в прическе, просто куда-то воткнул и все. И в таких украшениях я сразу стараюсь соблюдать направление, как бы такое художественное, если так сказать, что куда смотрит, какие элементы, и вот их чаще всего в гребнях нет смысла уже куда-то их выворачивать. Если вам, например, вы знаете, какая там у вас будет прическа, или у вашей невесты будет прическа,
И обязательно спрашивайте, например, как мастер, спрашивайте у невесты, куда будет смотреть там ваш какой-то элемент прически, как будут направлены ваши волосы. Или же, например, знаете, бывают прически, у которых, ну, локоны, к примеру. Просто локоны. И одно ушко, ну, чаще всего бывает, что одно ушко открыто, а второе вот как-то локонами также покрыто. И если невеста хочет, к примеру, каф на ушко, то не получится так, что вы какой захотели каф, такой и сделали. Они принципиально идут на разные уши, и у них принципиально разное крепление. Там уже не получится лишь бы какой-то одеть, да, как-то. Поэтому как мастер обязательно спрашивайте, например, когда вы делаете каф, спрашивайте у невесты, на какое ушко ей нужен каф. И то же самое с украшением для волос. Спрашивайте, где будет, например, висок, вот, который идет, где за ушко забираются волосы, если волосы в локонах распущенных. Спрашивайте, на какую сторону, потому что тоже не для каждой стороны украшение подойдет. Вот, к примеру, у нас лицевая сторона, а вот, к примеру, у нас изнаночная сторона. И если невеста захочет закрепить эту веточку вот таким образом на свой правый висок, то получится, что это украшение будет у нее изнаночной стороной кверху, а это, сами понимаете, не очень красиво. Поэтому вот это украшение именно вот в таком положении, если крепить его на висок, оно подходит именно для левого виска. Обязательно, как мастер, уточняйте потом это у своих невест, или если вы невеста и хотите сделать украшение для себя, тоже учитывайте обязательно направление своего украшения. Итак, следующий элемент у нас, так, бежевая веточка у нас и есть. Теперь мы делаем 3 вот такие бисерные как бы элемента. Берем наиболее длинный конец наших 2 проволочек. Вот этот. Я снова набираю бисер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Начинаем с меньшего, идем к большему. И у меня будет здесь 3 элемента, поэтому я побольше места отступаю. Так как это не кружок, а вот такая штука, я сразу ее складываю пополам, затягиваю и закручиваю. Закручиваю. У нас будет 3 элемента, поэтому отступаем вот тут, оставляем побольше места. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, не хочет, убегает. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, куда ты убежала? 12. Я взяла здесь 10 бисеринок, здесь 12. Складываю пополам. Зажимаю сразу, чтобы это не было кружочком. И закручиваю наш элемент. Вот таким образом. И нам нужно сделать теперь точно такой же 3-й элемент. Я тоже буду делать его из 12 бисерин. Набираем снова 12 бисерин. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Иди сюда. 9. Ай-яй-яй. Не хочет. 10, 11, 12. Берем снова 12 бисерин. Поближе к основанию я делаю свой элемент. Вот так вот сразу его зажимаю и закручиваю. Соединяю со вторым хвостиком и подкручиваю наше основание без просвета. Вот таким образом. Основание довольно крепкое, но, естественно, проволока сама по себе гибкая, поэтому оно вот может так как-то чуть-чуть выгибаться. Но мы уже почти заканчиваем украшение, так что в том, что оно немножечко как-то гнется, ничего страшного в этом нет.
Следующий элемент — это снова вот так вот две, где они у нас были, вот здесь, две белые бусинки. Берем наиболее длинный конец, один из двух. Берем белые бусинки. Раз бусинка. Два бусинка. Я делаю совсем их не длинными, маленькими, потому что я сейчас постараюсь их наложить на основание. Вот я перевернула, и у меня получилось, что здесь изнаночная сторона. Обязательно переворачиваю вот это все. И вот таким образом. Одна бусинка у меня как бы смотрит сюда, как продолжение, а вторую я накладываю на основание. Мне просто так захотелось. Вы можете этого не делать, можете полностью оставлять основание открытым. Кто-то полностью закладывает основание бусинками, кому как нравится. Так, что-то у нас здесь. Ага. Подтягиваем проволоку покрепче и закручиваем основание, чтобы у нас здесь не было просветов, чтобы была плотность как бы у нашего основания, и оно потом именно в этом месте не погнулось, не сломалось, чтобы все было хорошо с украшением. Следующий элемент — это вот здесь вот такие маленькие бусинки, 3 штучки. Берем наши маленькие бусинки. Один, он будет коротеньким. Одна бусинка, вторая, и третья. Я снова соединяю 2 хвостика между собой, подтягиваю без просвета плотненько и закручиваю проволочку. Так, следующий элемент — это у нас бежевая бусинка. У меня, смотрите, один хвостик получается вот такой, уже заканчивается, а вторые хвостики подлиннее. Я переворачиваю, делаю еще один оборот, чтобы использовать длинные хвостики. Из них выбираю наиболее длинный конец. Беру бежевую бусинку. Отмеряем, зажимаем, закрепляем. Соединяю 2 хвостика снова. Кстати, можно уже сделать так, чтобы в общем, поменять хвостики местами, чтобы на одном была одна длинная и одна короткая. И вот таким образом 2 примерно получается хвостика подобные. То есть до этого у меня один конец вот этот имел 2 коротких хвостика, этот имел 2 длинных хвостика. И сейчас я сделала таким образом, что у меня в каждой из них один длинный, один короткий. Это удобно для нашего плетения, когда мы потом будем еще какой-то элемент дальнейший делать. Так, следующий наш элемент. Вот, мы перевернули, берем наиболее длинный конец. У нас теперь беленькие конусы. Я нанизываю конус. Отмеряю чуть-чуть подлиннее, как мне нужно будет закрепить здесь 3 элемента. Я закручиваю проволочку. Фиксирую тут вторую бусинку. Без просвета. И делаю 3-ю бусинку. Так, бусинка зафиксирована. Проверяю, где у нас лицевая, где изнаночная сторона. Здесь мы еще сможем 2 оборотика, наверное, сделать аккуратненько, да. А нам надо было 1, ой-ой-ой. Ну ладно, чтобы не раскручивать, чтобы оно потом не поломалось, я просто переверну вот эти элементы.
потому что здесь у нас изнаночная сторона, и здесь я переворачиваю конкретно эти бусинки тоже, чтобы соответствовало изнаночной стороне. Вот так. Теперь оно все туго, хорошо зафиксировано. Соединяем 2 хвостика без просвета. Я продолжаю плести веточку дальше. Вот таким образом. Элементы мы позже поправим все, чтобы они лежали так, как должны лежать. Теперь у нас снова посмотрим сейчас по обстоятельствам 2 или 3 вот таких вот элемента с бисером. Так, наиболее длинная проволочка у нас сейчас с другой стороны, поэтому я сделаю еще один оборот. Берем длинную проволочку, нанизываем снова 10 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ай, соскочила. Куда она убежала? 10. Отмеряем длину. Убегают бисеринки наши. Я складываю сразу пополам. Закручиваю. Берем следующий элемент. Это у нас будет 12 бисерин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем еще одну петельку с бисером, складываем ее пополам. Убегает. И затягиваем, закручиваем. Без просвета я соединяю проволочки между собой и делаю третью петельку точно так же с бисером, тоже 12 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Глаз алмаз. Теперь складываю пополам. Вот так. И закручиваю. Оп, закрепили надежненько. Без просвета все это делаю. Так, у меня получается, смотрите, что я сделала 3 элемента. И вот этот такой длинненький, вот здесь как бы остается пустота. Чтобы ее не было, я сейчас просто переверну вот этот вот элемент. Как бы затяну его еще раз, но вот коротенький теперь здесь. И теперь все как-то гармонично. Вот так вот. Я возвращаю наши два хвостика в один. Аккуратно, без просвета я его закручиваю. Мы уже совсем заканчиваем нашу веточку, потому что осталось всего 3 элемента, по-моему, добавить. Так, следующий наш элемент — это бежевая бусинка большая. Давайте еще подкрутим. Да, так достаточно. И нанизываем сюда бежевую бусинку. Подкручиваем. Так, следующий элемент у нас 2 или 3 бусинки белые, и потом мы еще 2 бусинки используем маленькие бежевые. Ну, посмотрим сейчас, как, может быть, мы что-то придумаем поинтересней. Сейчас пока берем белую бусинку. Да, друзья, пока я говорила про свои так называемые курсы, которые я не стала делать платными, я не договорила о том, что просто в знак благодарности, если вам понравилось это видео, мои старания были не напрасны, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь на канал, посмотрите другие мои
видео, уроки или процесс, или вообще все видео, которые есть на моем канале. Я оставлю все в подсказках, в ссылочках, чтобы вам было удобно. И для вашего удобства я создала отдельные плейлисты, которые вы можете сразу включить и не прыгать по видео, как бы смотреть все, что есть. Так, здесь я снова соблюдаю изнаночную лицевую сторону и заполняю так называемые пустоты. И мы делаем с вами заключительный элемент. Мы возьмем несколько бисеринок, точнее бусинок маленьких, бежевых, и сделаем вот так вот. Наверное, все-таки это будет 3, а не 2 бусинки. Закручиваю. Беру следующий элемент. У меня здесь уже даже закончились эти бусинки. Сейчас я возьму еще 2 штучки. Так. Отмеряем. Закрепляем. И делаем наш последний элементик. 3-ю маленькую бусинку. Вот таким образом. И нам остается сделать только ушко для невидимки. Закручиваем. Соединяем 2 хвостика. И дальше. Важный момент. Смотрите. Как я уже говорила, что для веточки очень важно ушко, потому что нам нужно будет как-то крепить это украшение к прическе. Это абсолютно логично. Какие бывают ошибки с ушком? Часто ушко делают каким-то огромным просто. Я не понимаю, для чего это делать, если невидимка маленькая, и это ушко, оно в принципе должно быть незаметным, но по такого размера, в который просто войдет невидимка, чтобы закрепить ваше украшение. Кстати говоря, вот именно в этом украшении, если будет недостаточно крепления в начале и в конце украшения, можно будет крепить невидимки вот за эти вот так называемые петельки. Сюда тоже можно будет продеть невидимку аккуратненько, если это потребуется. Или через основание пустить невидимку, это тоже нормально. Но это нужно делать аккуратно, чтобы не очень сильно тянуть, чтобы не переломить основание. И еще момент, то есть мы поняли, что нужно делать ушко маленьким. Я вот так вот закручиваю проволоку. Ну, наверное, вот так этого будет достаточно. И дополнительно, чтобы не было заметным прям ушко, чтобы оно не бросалось в глаза и не бесило нас, мы чаще всего, как я тоже, кстати говоря, делала так и периодически делаю, но вот в последнее время себя переучиваю, даже в первом своем видео я делала вот таким образом. То есть вот, пожалуйста, петелька, да, вы ее видите. Это нормально, главное, чтобы ушко, чтобы оно было небольшим, но в последнее время все-таки я делаю немножечко иначе. То есть я также делаю эту петельку, но я ее делаю как бы вот так. То есть вы когда вот так смотрите, вы эту петельку не видите, а она вот есть. Чтобы она не бросалась в глаза, не выбивалась на украшение, особенно если вдруг вы сделаете большое ушко. Например, если вы хотите сделать веточку таким образом, чтобы она крепилась не на невидимке, а, как правильно заметил один мой зритель под первым видео в комментариях, мне написали, что иногда большое ушко нужно для того, чтобы закрепить ленту. И да, я согласна, просто я с лентами не работаю, но если вдруг вы хотите сделать так, чтобы эта веточка смотрелась у вас прямо как венок на голове, вы хотите завязать веточку, не закрепить на невидимке, а то есть на ленты и где-то там завязать, где вам нужно, конечно же, придется делать вот эти вот ушки большими, потому что вот в такое лента просто не влезет. И в таком случае именно такое расположение ушка, когда оно, ну вот, спрятано как бы, это вообще самый актуальный вариант, чтобы не выбиваться и не бесить наш глаз. Остатки мы отрезаем. Аккуратно, чтобы не порезать основание. Убираю хвостики и поджимаю теперь острые края, которые я только что отрезала. Вот смотрите. Вот они, наши торчушки, которые быть здесь не должны. Я вот так вот пальчиком, если потрогать, если вы их даже не видите, вот, они всегда цепляются. Что мы делаем?
мы их поджимаем очень осторожненько. И потом проверяем. Также пальчиком вводим. Вот у меня цепляется. А вот, собственно, ее даже видно. Надеюсь, вам тоже видно. Вот вылезла один элемент вылез. И вот здесь у нас второй спрятался. Мы его сейчас тоже вытянем и зажмем. Вот так. Еще один. У нас же было все-таки как бы 4 кончика, и все они здесь. И вот все эти 4 отрезанные проволочки нам нужно проконтролировать, чтобы они нигде не торчали и потом не цеплялись за волосы. Конечно, они совсем никуда не денутся, но если вот так вот аккуратненько вы их все прощупаете и зажмете, они вообще не будут выпирать. Ну и, соответственно, не доставят никаких неудобств вашей невесте или вам, если вы делаете для себя. Вот, я цепляю, точнее, я провожу пальчиком вот так, и, в принципе, у меня уже ничего не цепляется, но я подожму еще. Вот. Смотрите, значит, мы закончили нашу веточку. И последнее, что нам остается, поправить все элементы, чтобы веточка, как бы расправить нашу веточку, чтобы все элементы находились на своем месте, на том месте, на котором было задумано. Можно, вот в данном случае, она у нас такая слегка со сгибом, и мы можем еще дополнительно придать ей какую-то форму, вот, к примеру, вот так, или наоборот, мы хотим ее сделать круглой, как угодно. Главное, сильно ее не трепите в разные стороны, потому что все-таки это проволока, и какой бы крепкой она ни была, если сильно дергать, гнуть и поворачивать украшения, конечно, в какой-то момент проволока не выдержит и поломается. Поэтому нужно все делать аккуратно, но нет такого, что я сейчас дотронусь до какого-то элемента и прям все, она развалится. Вообще абсолютно такого нет, потому что веточка сделана крепко, надежно. Я просто расправляю по очереди все элементы, оставляю их на своих местах, где они должны были быть по моей задумке. Поправляю отдельные так называемые отростки. Мне кажется, вот эти элементы, особенно в таком сером цвете, серебристом скорее, блестящие, они, во-первых, блестят, помимо вот таких бусинок, например, как конус, он очень сильно переливается, особенно на солнце. И они особенно создают атмосферу такую какую-то зимнюю, как будто веточка там покрыта, знаете, как у нас бывает такая погода, когда сначала очень сильно льет дождь, а потом резко ударил мороз, и все во льду. Вот как будто бы вот у меня такая ассоциация. Это вот прям какое-то такое зимнее, но при этом такое теплое, насыщенное украшение. Вот, я поправляю еще раз наше ушко нижнее. И все. Все готово. Вот такая у нас получилась веточка. Обязательно попробуйте, если вы сейчас не делали ее вместе со мной. Попробуйте сделать что-то подобное. Если вы еще не научились делать какие-то вещи, ничего страшного. Попробуйте сделать веточку попроще. Не обязательно делать какие-то длинные отростки. Попробуйте сделать изначально обычную веточку, как я показывала в своем первом мастер-классе. В самом первом видео вы можете просто по одному элементу вот с каждой стороны крепить. И у вас уже получится какой-то определенный вид веточки. Но это тоже будет веточка. У нас получилось в данном случае вот так. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс, что вам нравится это украшение. Но в любом случае я очень хочу почитать ваше мнение, поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии. Обязательно поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. И просто в качестве поддержки моей деятельности, потому что, опять же, повторюсь, что это такая моя инициатива сделать так называемые курсы бесплатными, поэтому пусть это будет такой маленький-маленький знак благодарности. Мне будет очень приятно. Спасибо, друзья, что смотрели это видео.
Отдельное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.